Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный и нежный новогодний кофейный торт «Бодрость». Такой ароматный, бодрящий торт зарядит энергией на всю новогоднюю ночь. Оп. Посмотрите, это же просто прелесть! Я отломаю кусочек тортика, посмотрите, какой он классный! Он просто невероятный, такой нежный, так хорошо пропитался кремом. Здесь и пропитка кофейная, коржи кофейные, и плюс кофейный крем. Это очень вкусно. Я уверена, такой торт не даст уснуть вашим гостям ни на минуту всю ночь. Приготовим кофейный шифоновый бисквит. И для этого мне понадобится 140 грамм муки, 140 грамм сахара, 4 яйца средней величины, 90 грамм молока теплого, примерно 38 градусов, 60 грамм растительного масла без запаха, 6 грамм разрыхлителя для теста, буквально щепотка соды, меньше чем четверть чайной ложки, 1 чайная ложка экстракта ванили, четверть чайной ложки соли и 12 грамм растворимого кофе. В первую очередь отделим белки и желтки у яиц. Отделяем аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. В теплое молоко я добавляю кофе и хорошо перемешиваю, чтобы кофе весь растворился. Пахнет просто замечательно. Вообще обожаю кофе. А этот торт как раз для кофеманов. Кофе с молоком я вливаю в желтки. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и растительное масло. Хорошо перемешиваю венчиком. Просеиваю муку, разрыхлитель для теста и соду. Хорошо все перемешиваю до однородности и чтобы не было комочков. Получается такое довольно густое ароматное тесто. Сейчас надо хорошо взбить белки в крепкие устойчивые пики. В белки я добавляю соль и постепенно во время взбивания буду добавлять сахар. Начинаю взбивать. Я хорошо взбила белки. Сейчас будем белки соединять с тестом. Сначала я добавлю немного белков и хорошо, даже интенсивно перемешаю, чтобы тесто стало менее таким плотным. Тогда потом легче будет вмешивать остальные белки теста. Перемешиваю довольно интенсивно. Посмотрите, тесто стало более пышным, и сейчас оно в себя более охотно будет вбирать белки. Теперь добавляю и перемешиваю уже очень аккуратно, сверху вниз, чтобы у теста сохранилась вся его пышность. Вмешиваю в несколько приемов все белки. Посмотрите, в итоге какое тесто получилось. Оно очень-очень пышное, такое воздушное. И сейчас тесто перекладываем в форму. Здесь у меня разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой и слегка смазала растительным маслом. Бока ничем не смазываю. Выливаю сюда тесто.
Тесто разровняем по форме, распределим немного. Для удобства я даже сделаю это все бамбуковой шпажкой. Вот так вот прокручу тесто, и оно очень равномерно распределится. И теперь форму я отправляю в уже хорошо разогретую до 150-160 градусов духовку, примерно на 1 час. Но, конечно, вы смотрите по своей духовке, как она у вас печет. Столько времени и готовьте бисквит. Бисквит у меня уже готов. Пекся он примерно 53-54 минуты. Как я уже сказала, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Сейчас бисквит я оставлю остывать примерно на 10 минут прямо в форме, а затем извлеку из формы на решетку. Для моего сегодняшнего тортика мне понадобится 2 таких бисквита, поэтому сейчас я испеку еще один. Посмотрите, я бисквит прямо в форме перевернула на решетку и оставляю так остывать примерно на 10-15 минут. Для того, чтобы извлечь бисквит из формы, по краю формы пройдемся ножом, аккуратненько, и открываю форму. Сейчас дам ему полностью остыть. Посмотрите, он получается такой достаточно высокий. Верх потом надо будет подровнять. А сейчас, пока бисквит остывает, я приготовлю точно такой же второй корж. Оба мои коржа уже полностью остыли и постояли примерно около 3 часов. Сейчас у коржей надо подровнять верхушку, выровнять и разрезать каждый корж на 2 части. Посмотрите, какие получились замечательные коржи. Очень ароматные, они прекрасно пропеклись и очень вкусно пахнут кофе. Сейчас я приготовлю пропитку для коржей. Здесь у меня 50 грамм сахара, 50 миллилитров воды, 30 миллилитров крепкого кофе натурального из зерен. И также, чтобы освежить пропитку, я хочу добавить немного экстракта маракуйи. Можно добавить экстракт ванили, 1 чайную ложку. Или, если хотите, можно добавить немного апельсинового сока. Это придаст некоторую свежесть тортику. В сотейник я вливаю воду, добавляю сахар. Также сразу сюда я добавлю кофе. Хорошо перемешиваю и довожу до кипения. Экстракт маракуйи я буду добавлять уже после того, как охлажу пропитку. Точно так же вы поступаете, если будете добавлять, допустим, экстракт ванили или сок апельсина. Кофейная пропитка у меня закипела, я ее выключаю, переливаю сейчас в чистую миску и охлаждаю. Приготовим очень вкусный кофейный крем для нашего тортика. И для этого мне понадобится 450 мл жирных сливок, не менее чем 33%, обязательно охлажденных. Также маскарпоне, сыр, здесь у меня 250 грамм, также охлажденный. 70 грамм сахарной пудры. Пудру корректируйте по своему вкусу. Кто-то любит более сладкий крем, кто-то менее. И также, конечно, кофе. Здесь у меня 6 грамм растворимого кофе. Если вы хотите более насыщенный вкус, добавляйте 8 грамм. В охлажденные сливки я добавляю сахарную пудру, добавляю кофе. И хорошо все взбиваю до мягких пиков. Сливки я взбила до мягких пиков. Как пахнет уже кофе, вы себе просто не представляете. Теперь сюда я добавляю маскарпоне. И снова хорошо все взбиваю. И посмотрите, буквально пару минут, и такой вкусный крем уже готов. Сейчас будем собирать торт. Но сначала в пропитку я добавлю 1 чайную ложку экстракта маракуйи. И теперь собираем торт. Сначала я пропитываю корж пропиткой.
Коржи обязательно надо пропитывать после того, как они у вас какое-то время полежали, подсохли. Иначе, если вы будете пропитывать, когда они еще теплые, они просто расползутся. Выкладываем сверху крем и распределяем. Действуем как обычно. И так я поступаю со всеми коржами до самого верха. Пропитываю их пропиткой и промазываю кремом. Выкладываю следующий корж и так далее. Обратите внимание, самый верхний корж я выкладываю дном вверх, для того, чтобы поверхность тортика была очень ровной. И точно так же пропитываю и промазываю теперь уже весь торт кремом. И верх, и бока. Посмотрите, я полностью промазала весь торт кремом. Причем я сделала это так небрежно. Я не хотела его слишком заглаживать, именно торт, а чтобы была такая легкая небрежность, так как я имею свою задумку, как украсить этот торт. Но, конечно, вы можете украшать его по-своему. Сейчас торт я отправляю в холодильник для того, чтобы он пропитался минимум часа на 4-5. Бока моего торта я хочу украсить шоколадом. И для этого вот таким обычным ножом для чистки овощей я делаю шоколадную стружку. Итак, шоколадной стружкой я украшаю все бока тортика. Он сразу же смотрится очень нарядно. Сверху мой торт я украшаю кофейными зернами. Я хочу сделать циферблат часов, так как тортик новогодний. Конечно, вы можете украшать торт по своему желанию, так как нравится вам. И я хотела сказать, что торт я украшаю уже после того, как достала его из холодильника. Он у меня стоял в холодильнике около 4 часов и прекрасно пропитался. И, конечно, я сейчас разрежу торт, и мы посмотрим, что получилось. Он такой нежный, просто обалденный. Торт настолько ароматный, что просто передать словами невозможно. Как он пахнет кофе. Итак, я достаю тортик. Оп. Посмотрите, это же просто прелесть. Какой он весь кофейный, нежный. И, конечно, я сейчас очень хочу попробовать этот торт. Я вообще большой любитель кофе. Торт получился очень нежный, вкусный. Здесь прекрасное сочетание этих нежных коржей с великолепным кофейным кремом. Вообще весь торт пронизан вот этим кофейным ароматом. Как только заходишь в комнату, сразу чувствуется вот аромат кофе, свежести. Этот торт так и хочется съесть сразу. Очень рекомендую. Приготовьте его на Новый год. Порадуйте своих гостей, своих близких и друзей. Я уверена, такой торт понравится всем. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!